Девочки, всем привет! Меня зовут Аня, вы на канале Bunny Beauty World. И сегодня мы с вами будем делать вот такой макияж. Это мой макияж проектом 100 использований. В процессе создания макияжа я хочу с вами поднять тему фаворитов прошлого, и в принципе косметической моей истории как таковой. Просто чтобы во время макияжа о чем-то поболтать и нам с вами было не скучно. Я надеюсь, мои фавориты прошлого хоть как-то вам откликнутся, и с удовольствием почитаю о том, чем вы раньше пользовались и как вы раньше красились. Давайте начинать. У нас сейчас 9 утра, поэтому с вашего разрешения я начну макияж с влажными волосами, а потом уже покажу финальный образ с готовой укладкой. Я подготовила кожу лица и брови. Мне осталось только нанести продукты, собственно, из проекта 100 использований. Вы можете обратить внимание, что у меня светлая шея в сравнении с лицом. Да, это действительно так, потому что шея у меня не загорела этим летом по какой-то причине. Сейчас мы ее с вами выровняем. Первый продукт в проекте 100 использований у меня это терракота от Guerlain. У меня это оттенок 00 Clair Rosé, и вообще, по идее, он мне сейчас уже светловат, но, как выяснилось, это достаточно наслаиваемый продукт. Вообще, в процессе проекта я с ним довольно-таки подружилась. Теперь мне нравится этот продукт, ну и запах терракоты, он не всем заходит, я люблю. Мне очень понравился лимитированный выпуск терракоты, который Guerlain заявили в этом году. Не знаю, привезут ли в Турцию. У нас Guerlain дороговат, но если привезут, может быть, я даже на него разорюсь. Приятный запах. Он, кстати, подвыветрился и стал таким более нежным, скажем так. Вот года 2 у меня, наверное, в коллекции эта штучка. Видите, я прям вообще не осторожничаю, и, как ни странно, эффект есть, хотя сам по себе оттенок, ну, 00, по идее, должен быть самым светлым, но ложится хорошо. Чтобы нам было не скучно делать макияж, я тут, знаете, что придумала? Такую тему, не знаю, может быть, уже кто-то снимал, типа моей косметической истории или, скажем, моего косметического пути, как я раньше красилась, рассказать вам немножко о моих старых-старых фаворитах. Все-таки я дама-то уже с большим опытом пользования косметикой, мне 36 лет, соответственно, крашусь-то я где-то с 16, страшные цифры. Вот, и я решила так немножко вам рассказать, поделиться своими фаворитами прошлого. Скажем так, возможно, мы с вами где-то пересечемся и обсудим это в комментариях. Вот, так скажем, поболтать, пока я снимаю. Ну и надо на шею нанести, зря чокер одела. Очень легко ложится, нравится мне этот продукт, смотрится обалденно. На все лицо можно наносить. И вы знаете, некоторые бронзеры, когда на шею наносишь, они залипают. Вот этот не такой. Он прям хорошенький. Люблю этот продукт. Прям у меня с ним второе дыхание открылось, как начала им пользоваться. Начну немножко с того, как я вообще, в принципе, краситься начала. Примерно это произошло, наверное, в старшей школе, и этот момент мы опустим, потому что там у меня была косметика, о которой я вообще ничего не помню. Помню только то, что это была косметика из каталога Avon, потому что он постоянно был у мамы на работе. Все. Никаких я там продуктов выделить не могу. Ничего сказать даже про свои макияжи в то время не могу. Почему-то я абсолютно это не помню. И одно время вообще не красилась. Ну, то есть там у меня был какой-то набор продуктов абсолютно не запоминающий. И следующим таким у меня этапом, почему у меня все макияжи на этапы будут разделены, потому что у меня всю жизнь швыряло от любви к косметике к полной аскезе. То есть какой-то период я красилась, потом переставала и не красилась вовсе. И вот эти волны, они шли у меня на протяжении всего моего осознанного периода, да, жизни. Поэтому сейчас, кстати, это одна из причин, почему я стараюсь себя хоть как-то ограничивать в косметических покупках, потому что я-то себя знаю, что мне может это все нафиг надоесть, и я решу, что я женщина-нюд с 5 продуктами в косметичке, и все остальное мне станет не надо.
Поэтому есть такой момент, вот. И первый такой вот этап, стиль макияжа, скажем, который я запомнила, это макияж в университете. Тем временем я беру свою двушку из проекта от Наташи Деноны Love Duo. У меня здесь румяна и хайлайтер. Я, конечно же, умная девушка, забыла, что румяна-то тут кремовые, зачем бронзер нанесла. Ну, кстати, румяна тут уже подсохли, поэтому они уже такие, знаете, полукремовые. Там надо прям ковыряться, чтобы какую-то кремовость найти. Для них у меня кисточка от It Cosmetics. И, значит, в университете я красилась, ну, типичный такой макияж был из 2000-х, знаете ли. Но вот какие я могу оттуда вспомнить продукты, я помню, что очень долго, прям несколько лет подряд, я пользовалась двойной тушью от L'Oréal. Я думаю, многие ее должны помнить, те, кто моего возраста. Такая тушь, у которой одна половина белая, а другая черная. Я буду прикреплять картинки. Вот это прямо был мой фаворитович. Я меняла эти тюбики и думала, что это вообще лучшая тушь на свете. И действительно, она мне такие опахала делала. Просто потрясающе. Немножко наношу, сильно не перебарщивая. Если увижу, что румяна связали бронзер, я потом еще поднаслою. Ну, вроде пока нормально ложится. Мне нравятся эти румяна. Они освежающие. Вот тут переборщила. Беру кисточку от тона. И вот так вот подправляю. Угу. На губах у меня в то время были вечно полупрозрачные блески. Ну, вы должны понимать, это 2000-е, это, не знаю, кто там был популярен? Бритни Спирс, да? Ну, вот это вот макияж был Бритни Спирс. У меня были постоянно, кстати, розовые тени. И розовые тени я свои запомнила. Я очень долго пользовалась тенями от L'Oréal. У них был такой запуск, рассыпчатые тени с кисточкой в комплекте. И я запомнила этот продукт очень хорошо, потому что он был просто бесконечный. Они меня так достали в свое время, что я просто их в конце концов выкинула от усталости от какой-то. И, в принципе, я помню, что я экспериментировала с тенями, но это были какие-то no-name бренды. Я тарилась в магазине «Подружка», в Новосибирске была такая сеть магазинов, вот, и, ну, вот такой какой-то был макияжик, типичный для 2000-х, я помню, что я не пользовалась вообще румянами, в принципе, я очень долго не пользовалась румянами, я считала, что они из меня делают такого поросеночка, и избегала их, вот, я долго очень пользовалась светлыми помадами или светлыми блесками, ну, в общем, такие типичные для 2000-х стереотипы, скажем так. Далее я беру хайлайтер из этой двушки. Он очень красивый, но из-за того, что у него есть база розовенькая, я наношу его не вот сюда, а вот сюда как бы. Ну, то есть, чтобы на румяна он немножко зашел. В таком случае очень хорошо он смотрится. Вообще люблю эту двушку. Я, кстати, видела, что многие ее расхламляют из англоязычных блогеров. Не знаю, я ее так люблю. Она классная. Я ее вообще в проект добавила только потому, что беспокоилась вот за эти румяна, что они засохнут. Ну и правильно делала, они действительно засыхают. Далее у меня случился какой-то период косметической аскезы, скажем так. И у меня действительно одно время, года два, ну красиво же, да? Года два у меня было в пользовании 3 продукта. То есть я действительно пользовалась исключительно 3 продуктами. И вот это был уже такой период на последних курсах университета. И там действительно я использовала любимую мою пудру от Guerlain. Именно тогда я с ней познакомилась. Страшно посчитать вообще, сколько времени уже прошло. Она у меня, кстати, есть. Сейчас покажу. Вот такая вот пудра от Guerlain. Не знаю, кто-нибудь, девчонки, пробовал или нет. Это Parure Gold. Раньше она шла в золотом футляре. Вот так вот она открывается и выезжает. И здесь у нее пуховка. Точнее, не пуховка, а спонжик. Почему у нее здесь спонжик? Потому что это
тон пудра. И вот я помню, что я ей пользовалась и действительно не использовала вообще никакого ни тональника, ни консилера. Ну, все-таки, во-первых, кожа молодая, да, она лучше. Но я помню, что эта пудра, у меня всегда были проблемы с покраснениями, с какими-то высыпаниями. Она делала мне идеальную кожу. Я была в шоке, насколько от нее холеная, отдохнувшая, красивая кожа. Мне хватало ее одной. Это просто мой фаворит Фаворитович спустя года. Герлен Парюр Голд. Так, что-то я себя уже как таз натерла. Беру большую кисточку и все подтушую. Вот так выглядят щеки с проектом 100 использований. Вторым продуктом в использовании у меня постоянно был Lip Maximizer от Dior в каком-то светло-розовом оттенке, я уже не помню. Тоже мне он очень нравился. И также я использовала тушь какую-то от Dior, Диорифик, по-моему, ну какую-то обычную, стандартную. То есть у меня реально было только 3 продукта, и всю свою косметику, которую до этого я копила, я выбросила и пользовалась очень долго только вот этими средствами. Можно приступать к глазам. Пока наношу базу, расскажу вам дальше, там, что у меня было. Вообще, конечно, это не все, естественно, продукты, которые у меня были в наличии, но это то, что мне запомнилось больше всего, скажем так. Вот. Далее я вышла на свою первую работу, и в то время я очень увлеклась совместными закупками. У нас в Сибири, ну, в Новосибирске в частности, был очень популярный сайт Сибмама. Я думаю, сейчас девчонки, кто меня смотрит из Сибири, это название узнают. Многие про этот сайт слышали. На нем был целый огромный раздел «Совместные закупки». Тогда девчонки заказывали какие-то средства, одежду и прочее из-за бугра. И помимо заказов с Америки был целый раздел заказов с Кореи. И именно тогда, это был год 2009. Боже мой, вы сейчас, наверное, смотрите, думаете, какой я динозавр. Я для себя открыла корейскую косметику. И для меня это было просто шок полнейший. Корейский косметический рынок оказался таким огромным и таким инновационным по сравнению с тем, что было у нас в обычных магазинах, в масс-маркете. Во-первых, я открыла для себя BB-кремы. Так, далее я беру палетку, которая у меня в проекте 100 использований. Это ретроградный Меркурий от Huda. Он у меня сейчас выглядит вот так. Сначала вот этим светлым оттенком я припудриваю верхнее веко. И очень долго из BB-кремов любимым у меня был BB-крем от Mizon. Я приложу изображение. Я до сих пор считаю, что он хороший. Это крем, который на водяной основе шел, насколько я уже помню сейчас, могу что-то переврать, шел специально для жирной и комбинированной кожи. И вот я им пользовалась, девчонки, не соврать. Это была моя тональная основа на протяжении, ну, лет, наверное, 5-6. Я не пользовалась ничем другим. Он, конечно, сероват, ну и как, в принципе, BB-крема подстраивается под цвет кожи. Единственное, что он, конечно, там бледные оттенки. Он так хорошо сидел, он просто сидел как вторая кожа. До сих пор я бы повторила его, наверное, с удовольствием, только нужно стараться избегать подделок. Я думаю, я уверена, что его до сих пор производят. Он сидит, его абсолютно не видно, и при этом он не стойкий. Я помню, что он у меня очень сильно отпечатывался на телефоне, но я его не припудривала. И весь день сидел он у меня в офисе, и самый большой плюс этого крема заключался в том, что он сходил постепенно. То есть к вечеру он куда-то девался, но при этом он как-то усаживался так, что кожа оставалась в приличном состоянии, вот даже моя жирная, там, комбинированная, но он как будто подстирался, но как-то равномерно. В общем, это для меня был продукт бестселлер в корейской косметике долгие-долгие годы. Далее я начинаю выстраивать форму, беру вот этот вот лиловый оттенок, лиловый, розовый, и наношу его в складочку. Что из корейской косметики я любила? Я помню, что у меня была подсвечивающая база от Холики. По-моему, она называлась Petit Jelly. Такое очень милое, классное средство. Я помню, что оно мне нравилось.
Оно очень приятно пахло. Вообще, я помню, что для меня вот открытие корейского рынка стало просто чем-то особенным. Я так удивилась, у них все средства были настолько, тогда еще выходили только на рынок Тони Моли, и все у них было такое милое, такое необычное. Тогда у меня начались тинты, их туши, которые снимались вот чулочками, они тоже пошли из Кореи. В общем, помню, что у меня был хайлайтер, также, по-моему, от Холики. Вот у меня было два любимых бренда, на самом деле, Тони Моли и Холика Холика. От Холики был хайлайтер с кошкой. Я помню, я так долго им красилась. Это был мой первый хайлайтер в жизни. Вот. И я была очень долго в восторге от корейской косметики, но, тем не менее, мой макияж можно было в то время все равно назвать минималистичным, потому что я не использовала тени вообще, то есть я использовала только тушь. А когда вы используете только тушь, сразу макияж смотрится намного минималистичнее, ну, естественно, да? Что еще я использовала? Точно помню, что не из Кореи. У меня была какая-то светлая помада от Maybelline, которая выглядела на губах как консилер. Это вообще яркие губы, хоть как-то выделяющиеся на лице, я очень долго не делала. И что еще? И у меня был скульптор. Я посмотрела какое-то видео, по-моему, Ковка The Cat блогера, если я не ошибаюсь, и она рассказывала про скульптор от NYX. Вот у меня был вот этот их знаменитый скульптор от NYX, и я под серый подтон своего BB-крем от Maison добивала этим скульптором, и была такая вся бледняшка. Ни бронзеров, ни румян, вообще ничем я не пользовалась таким. Вот. Далее, обычно в этом макияже я беру свою палетку Smoky Quartz от Tom Ford. Дело в том, что эта тушевка для меня ярковата на повседневку, поэтому я, конечно, делаю вот эту вот розовенькую тенюшку, но затем приглушаю оттенками из Smoky Quartz. Они, конечно, потрясающе универсальные. И немножко приглушаю эту розовизну, так сказать. Что еще было интересного до того, как я вот прям повально начала увлекаться косметикой? Видите, как сразу по-другому стало, намного более носибельно. Я помню, что на свадьбу пришла в МАК и сказала, что делайте, что хотите, подберите мне такую тушь, которая у меня будет в течение дня держаться, и ничего у меня не отпечатается. Потому что я помню, что у меня это была прям проблемой одно время. И девушка мне посоветовала какую-то тушь и базу под тушь от MAC. И действительно, я очень долго ей пользовалась, и она работала. Я, если найду какую-то информацию, я прикреплю опять же сюда эти продукты. Помню, что как-то специально тоже уже начала, видимо, смотреть блогеров, потому что мне нужно было там что-то купить, и я искала какие-то рекомендации. Я, значит, пришла в магазин NYX и купила у них какую-то палетку с осенними оттенками, с такими шипами на крыше. И я помню, что она мне не нравилась абсолютно. Вот. И где-то в это же время я начала смотреть американский YouTube. И я подпишу, какой-то был год, Рождество. Я наткнулась на блогера Дульси Кэнди, по-моему, Дульси ее или Дольче, по-моему, она Дульси представляется. Она сейчас уже, по-моему, даже не снимает, она даже и от лайфстайла уже отошла, не то что от косметики, она, по-моему, сейчас снимает что-то про коучинг, не могу с уверенностью сказать. В общем, эта девушка снимала просто потрясающий обзор, как я себе это помню, на рождественскую коллекцию от Too Faced. Я помню, я смотрела на их наборы. Именно поэтому у меня сохранилось такое ностальгическое отношение к Too Faced, потому что это была, скажем так, первая компания косметическая, которая на меня произвела такой эффект своим оформлением.
И у них была потрясающая упаковка рождественского набора. Тогда еще это не было избито. Ну и тогда планка качества теней была совсем другая. Вот так у меня получается. Сейчас, пока болтаю, сделаю второй глаз. Нравится мне Том Форд. Левой пяткой сидишь, ковыряешь что-то, болтаешь. И все получается шикарно. Вот. И, значит, я увидела их рождественскую коллекцию и заказала через своего байера. Да, тогда, по-моему, это был 15-й год, все тоже заказывали через байеров. Ничего страшного. Знаете, нам, девчонкам, любительницам косметики, не привыкать. Захотим, все привезем. Вот. И я тогда заказала у нее с американской Sephora через байера набор помад от Too Faced. Я прикреплю картинку. У меня очень долго была эта косметичка. Очень долго я пользовалась этими помадами, и они действительно мне нравились. Вот. И в то же время я познакомилась с еще одним блогером, Кэтлин Лайтс. И наткнулась я на ее обзор однушек от Colourpop. Кэтлин Лайтс очень долго сотрудничала с Colourpop, может и сейчас сотрудничает, я уже не смотрю ее видео как таковые. Ну вот это были первые два блогера. Я почему-то не наткнулась на Тати, почему-то YouTube мне ее не предлагал. Ну вот этих двух девчонок, Дольси и Кэтлин, я смотрела, слушала рассказы Кэтлин про Colourpop, прекрасные сводчи. И я сделала заказ на Colourpop, заказала несколько спарклов. Потом я еще смотрела, это вот уже был где-то 16-й, 17-й, 18-й года. Я смотрела очередное видео Ковка The Cat с бестселлерами, покупала себе румяна от Physicians Formula в оттенке Plum. Кстати, они у меня тоже есть, я покупала повтор. Вот они, значит. Вот эти румяна. Она советовала их наносить в качестве скульптора. И я действительно их наносила в качестве скульптора. У меня был тогда очень светлый оттенок кожи, и мне заходили эти румяна, и я вот их повторила. Можно переходить к блестяшкам. У меня блестяшки из Huda будут. Сейчас я использую во внешнюю часть подвижного века вот эти два оттенка. Почему два? Потому что темно-фиолетовый, который называется Ultraviolet, он немножко уже подсох. Вот, поэтому, чтобы он лег хорошенечко, я его прям натирать вынуждена. И использую в качестве подложки для него карандаш от Гош в оттенке Plum немножко. Сейчас я вам покажу. Буквально вот так вот немножко подраспределяю. И еще его вот сюда. Угу. И теперь уже наношу Ultraviolet. Потом я еще заказывала палетку от Colourpop. Прикреплю тоже ее название. Хорошая была палетка, просто потом как-то отошла я от такой гаммы и продала ее. На какую-то прям большую косметическую закупку мой интерес на тот момент не распространялся. Видимо, я была в жизни более занята чем-то другим. Так, и вот что получается из этого оттенка. Он на темной базе, и он подсох, поэтому мне он как таковой особо не нравится. Кисточкой от Том Форда подтушую. Зато на него прекрасно ложится вот этот вот оттенок. Он называется Nebula, и он уже тоже подсох. Выглядит он сейчас просто как мелкий глиттер. И его по-другому-то уже использовать не получается. Он тоже уже и сыпется, и плохо ложится. А вот такой пирожок косметический выглядит красиво и не осыпается в течение дня. Вот таким вот макаром я сейчас и использую эту палетку. Вот, собственно, наверное, это и были мои фавориты из прошлого, которые я могу выделить. То, что я прям помню. Из того, чем я раньше пользовалась,
Выходит, что сейчас в коллекции у меня есть только пудра от Guerlain и румяна от Physicians Formula. Скульптор от NYX я уже сейчас считаю сильно серым. Двойную тушь я, наверное, сейчас уже на себя не заставлю нанести. Слишком много в мороке на это. Сначала одно, потом другое. Светлые помады. Ну, сейчас у меня уже столько помад, что конкретно и не вспомню. Знаете, что еще забыла рассказать? Одно время, когда я увлекалась корейской косметикой, я также еще... Это был достаточно такой легкий макияж, поэтому мне нужен был вариант макияжа на вечер. Я помню, что для этого у меня был каял, то ли от L'Oreal, то ли от Maybelline, зеленый, прикреплю, темный такой зеленый каял. Он очень хорошо подчеркивал цвет глаз. И на вечер, когда мы куда-то потом офисом, отделом шли, если отдыхать, у нас это было в практике, вот, я наносила прямо поверх своего дневного макияжа вот этот каял, делала легкие смоки вдоль ресничного края, растушевывала. Хоп, вот так вот. Сейчас еще подтушую. Вот такая красота. И вторым продуктом, которым я делала себе такой более вечерний образ, это был красный блеск от Пупа. Вот не поленюсь, найду его, потому что я прям очень долго, помню, прям кайфовала от него. Мне было некомфортно носить плотную, яркую текстуру на губах, но вот этот вот блеск, конечно, сейчас я понимаю, что в идеале его бы надо было на карандаш наносить. Не красный даже хотя бы, а коричневый. Но вот этот вот полупрозрачный пигмент какой-то красный, он был одновременно и ярким, и носибельным, и игривым. И сейчас, кстати, я бы с удовольствием его повторила, либо повторила такую же концепцию. То есть купила бы красный блеск для губ, именно не лаковый, а именно вот блеск-блеск, то есть без блесток, полупрозрачный. И попробовала бы его использовать с каким-то коричневым карандашом. Надо присмотреться. У нас осталась внутренняя часть подвижного века. Туда я наношу свою однушку Астроном от Тами. Наношу ее на клей для глиттера от NYX, потому что бесяче она наносится, без клея. Помню я, что когда постепенно начала увлекаться косметикой, это был 19-й год, именно не в плане, чтобы накраситься, а вот в плане разные текстуры, цвета. Вот. Я вообще так думаю, что меня подтолкнуло к этому именно любовь к творчеству, потому что я иллюстратор, и со второй беременностью стало очевидно, что не могу уже столько времени уделять рисованию, и, видимо, у меня пошла какая-то компенсация в другую сторону, и вот именно в макияже я начала реализовать свою творческую какую-то такую нотку, порыв вот этот, да, творческий. Так, беру Астроном. Астроном наношу пальцем. И я помню, что когда я начала увлекаться косметикой, прям как сейчас помню эту реакцию, я, короче, мне вывалилось видео Марка Кауфмана, и он там рассказывал, какие прекрасные тени у Наташи Денона. Это был 19-й год. А я, значит, такая думаю, кто это вообще? Наташа Денона, блин. Это ж тебе не Диор, не L'Oreal, не Maybelline, он вообще о чем? Я, короче, полезла на сайт, а у него была ссылка именно на официальный сайт Наташи. Я полезла на сайт и офигела от цен, потому что у нее тогда были только большие пятерки и большие палетки. Я посмотрела, и для меня тогда, я помню, такая цена на косметику, она была, неадекватной. Я вот хорошо помню это свое ощущение, типа, что за фигня вообще? Вот. Ну, постепенно я очень-очень быстро втянулась, я начала заказывать какие-то тени, которые все хвалили. Румяна вошли у меня в использование, и все, и понеслась. Причем еще так как моя профессиональная деятельность связана с эстетикой и
образование среднее с ней связано. Эта косметика, я уже как-то говорила, она для меня не только набор текстуры, цвета и эффекта, да, она для меня еще очень важна в плане эстетическом, поэтому я и за лимиточками-то бегаю, потому что они особенные, они красивые. И вот я как Кощей тащу их себе в сокровищницу, чтобы обладать красотой. Вы что думаете, это все? Нет, не все. Я в этом проекте себе просто пирожок на глазах делаю. Далее я беру хайлайтер от Ofra, вот, и наношу его в уголочки глаз. Чуть-чуть его вот сюда еще вытягиваю, как обычно я делаю. Вот такие у меня косметические фавориты, то, что мне запомнилось. Сейчас я смотрю, что девчонки снимают о своих косметических фаворитах видео. Мне кажется, что мне уже будет очень сложно снять что-то подобное, потому что сейчас коллекция такая, что она мне в основе своей нравится, и я не могу определиться. То есть я очень, например, хочу снять видео в конце года, рейтинг моих палеток, которые я приобрела за год, и понимаю, что у меня, наверное, какая-то истерика случится, пока я буду вот это вот все расставлять, потому что мне они все нравятся. Я думаю, что это для меня будет очень сложно. Что обычно я еще задействую в этом макияже? Огрызочек фиолетового карандаша от Ламель. И оттенок советница мглы, это черная рассыпушка, я ее использую в качестве замены черному карандашу. Поэтому сейчас я немножко нанесу, наверное, вот сюда фиолетовый карандаш. Я не могу его использовать больше, вот не получается у меня. Мне кажется, что я, когда наношу его больше, макияж становится... Он и так тяжеловат, да, в этом проекте. Он мне нравится, но это не самый быстрый, не самый простой макияж. Он и так тяжеловат, а тут еще как бы еще и такой яркий акцент. И далее я беру такую плоскую кисть и вот этот вот черный рассыпчатый пигмент от Тами, советницу мглы, я наношу вдоль ресничного края, чтобы он адекватно нанесся. Я его сначала как промакиваю о руку, потому что иначе он весь полетит. Совсем чуть-чуть, просто вот как карандашиком. Ну, собственно, теперь уже точно все, осталось только тушь нанести. Сейчас нанесу и вернусь к вам. И вот так выглядит у меня макияж проектом 100 использований. Он мне очень нравится, он прекрасно смотрится на камере, он в жизни немножко тяжеловат, особенно на лето. Но, в принципе, как он смотрится, он мне нравится. И осталось нам сделать губы. В этом проекте у меня две помады от Huda Beauty в кремовой формуле и в матовой формуле. В матовой формуле помаду я, к сожалению, вам оттенок точно не подскажу. У меня слезла упаковка. Хороший оттенок. Пока я была блондинкой, этот оттенок был мне темноват. Он еще, когда высыхает, немножко темнеет. Мне нравится тоненькая формула этой помады. Ей нужно время, чтобы немножко зафиксироваться. Вроде немного застыла. И затем поверх я наношу вот эту помаду. Это кремовая формула Day Slayer оттенок. И если обратить внимание, помада матовая, она немножко рыжая для данного макияжа. Но Day Slayer, он это немножко приглушает, этот эффект. Потому что он посветлее, посерее. И вот как-то так эти помады смотрятся вместе.
Этот макияж мне очень нравится. Я бы хотела делать его чаще. Сейчас жара спадет, и я буду с удовольствием так краситься. Единственное, что он, конечно, как будто все время немножко на выход, немножко как будто все время too much. Это из-за палетки ретроградный Меркурий, она, в принципе, такая достаточно яркая. Спасибо, девчонки, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было хоть немного интересно послушать о моих прошлых фаворитах косметики. Если мы с вами где-то пересеклись, напишите, пожалуйста, о том, чем вы пользовались 5-10 лет назад, как вы относитесь к своим прошлым фаворитам. Для меня было интересно вспомнить свою вот такую вот косметическую историю, потому что меня, конечно, швыряло от Эйвона к масс-маркету, от масс-маркета к люксу, от люксу в Корею и от Кореи к американскому профу и дальнейшему помешательству просто на всем подряд. Еще раз вам спасибо за время, которое вы мне уделили сегодня. Всем прекрасного настроения, берегите себя, всем пока-пока.